Здравствуйте, дорогие друзья! В большом потоке информации о Димаше Кудайбергене не всегда можно найти что-то полезное, что расширило бы наше знание о профессионализме и уникальности нашего любимого певца. Мы сделали анализ материала о Димаше Кудайбергене, а именно о его голосе, диапазоне, академическом и эстрадном вокале, технике пения, а также в чем заключается гениальность Димаше Кудайбергена, как талантливого певца, артиста. Спонсором нашей программы является американская компания Atterley, которая занимается исправлением акцентов. Компания применяет искусственный интеллект для того, чтобы обнаружить, помочь исправить акцент на английском языке. Если вы хотите, чтобы люди воспринимали вас как носителей того языка, на котором они разговаривают сами, то тестируйтесь и начинайте делать полезные упражнения в приложении Atterley. Ссылку к веб-сайту смотрите внизу в описании под видео. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на наш канал для того, чтобы не пропустить следующее видео. Возможно, это будет реакция от наших американских друзей. Возможно, это будет конкурс, о котором я вам скажу позже. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, ведь теперь оно выходит чаще. И, конечно, ваши лайки просто поднимают наше настроение. А теперь давайте начнем. Поехали! Дорогие друзья, я сейчас стою в центре города Сан-Франциско между тремя культурными учреждениями. Это оперный театр, это симфонический холл. Я хочу вам сказать, что я стою здесь не зря. Я хочу этим самым сказать вам о том, что Димаше пение основано на академическом, на оперном пении. С помощью уже академического пения Димаш здесь спел мастерский вокализ и создал эффектный контрапункт. В вокальном дизайне этой песни каждый вокальный прием стоит на своем месте и постепенно, пошагово подводит слушателя к главной идее этой песни – крик души искренней и творческой личности. Всего 6 октав диапазона. 6! Вы вообще знаете кого-то с 6 октавами диапазона? От ля контр-октавы до ре 5 октавы. Как такое возможно? Такие звуки разве может издавать человек? Это же ангел! Я думаю, это не удивительно, ведь мама Димаша была певицей. У него абсолютный слух, несколько образований, да еще он мультиинструменталист. Когда он начал играть на барабанах, я просто офигела. Обобщая, его называют музыкальным божеством наших дней. Так ли это? Давайте посмотрим. Хоть у него диапазон 6 октав, но он ощущается больше как тенор, больше как такой контртенор. Он поет достаточно высоко, и видно то, что ему петь высоко гораздо удобнее. Очевидно слышна классическая школа. Об этом говорит его прикрытие звука и позиционирование на низкой гортани. Очень такие округлые звуки получаются, глубокие. И да, он же учился на кафедре классического вокала, поэтому неудивительно. Но при этом всем он классическую школу свою разбавляет некими интересностями современными. Давайте сначала поговорим о диапазоне Димаше Кудайбергена. Многие знают Димаша или, по крайней мере, слышали его исполнение песни «СОС». Он
он покорил китайскую публику своим широким диапазоном и эксклюзивным стилем вокала. А потом Димаш исполнил песню Витаса, опера номер 2. Затем он спел «Выше». Еще выше. И еще выше. И выиграл первое место в китайской программе Singer 27. У Димаша есть свой эксклюзивный стиль пения, который объединяет в себе технику эстрадного и академического вокала. Он мастерски владеет фальцетом и различными вокальными приемами и мелизмами. Но на этом он не останавливается, а продолжает развивать свой вокальный потенциал. И совершенствуя свой навык, он исполняет вокальные произведения различных жанров на разных языках. Но слушайте, как эту строчку он начинает с субтона, а заканчивает ее, используя вибрато с фальцетным субтоном. Профессионалы не могут прийти к единому мнению, какой голос у Димаша, как это было в свое время с Эриком Курмангалиевым. Определение певческого голоса Димаша имеет свои трудности. Педагог Димаша по академическому вокалу Марат Айтимов определяет голос своего подопечного как лирический тенор, тогда как Айман Мусахаджаева считает, что у певца голос промежуточный между контрбасом и контральтино с выходом на дискант. Лаки Кисоглу относит его голос к тенор-альтино или контртенору. Любопытно, определение самого певца Димаш считает, что у него обычный тенор. По сути, этот человек поет тремя разными голосами. Он может петь как баритоном. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Так таким плотным спинтовым тенором. И может петь даже контртенором. Но, как и у любого другого певца, у него должна быть и есть своя изначальная природа голоса. Очень многие утверждают, что он баритон. Даже он в каких-то интервью говорил, что его преподаватели классифицируют его как баритона. Но также характер звучания верхних нот у него очень часто напоминает звучание плотного драматического тенора. Так какая же природа у Димаша Кудайбергена? Многие могут возмутиться и сказать, зачем вообще определять природу голоса певца? Он и так самобытный, он прекрасно поет, он исполняет чувственные, потрясающие песни, у него огромный диапазон. Зачем препарировать чужой голос? Но я отвечу вам, определение типа голоса для вокалиста — это в принципе как самоопределение для обычного человека в жизни. Сегодня мы постараемся проанализировать какие-то моменты, послушать, где ему гораздо удобнее и в какой тесситуре, и, в принципе, постараться определить, где же его настоящий такой природный голос. Ну а что? Давайте попробуем. Что ж, если зайти на Википедию, то она выдаст нам то, что Димаш баритон, тенор и контртенор, и даже тенор-альтино. Прошаренные вокалисты понимают, что все это совершенно различные типы голоса, и петь одновременно всеми этими голосами по сути невозможно. Но с Димашем Кудайбергеном все не так просто. Он, в принципе, умудряется петь совершенно разными голосами, и в первую очередь он известен своим контртеноровым объемным звучанием. Оказывается, исторически основная масса выдающихся представителей казахской песенной традиции была представлена тенорами. Например, принято считать голос Амрека Шаубаева как драматический тенор или тенор всеми известного нам Алибека Днишева. В прошлой передаче мы говорили о нем более подробно. Были и такие, которые пели сильным, высоким баритоном, как Кали Байжанов, Ермек Серкибаев, казахский Каруза, Амангельды Сенбин.
но таких немного. Национальной исполнительской традиции ярко выраженного европейского деления на певческие голоса как такового не имелось. Обращали внимание на особенности голосовых связок – золотые, серебряные, перламутровые связки, а также на технику пения. Альбек Гнишев говорил, что бельканто – техника пения лежит и в основе казахского мелоса также. Вообще, понятие бельканто появилось в средневековой Италии. Бельканто означает «красивая манера пения». Для достижения красивой манеры пения появилось сольфеджио, предназначенное для тренировки голоса и улучшения исполнения произведений. Большое значение имело певческое дыхание, сила, красота тембра, легкость и полетность голоса. Достигалось не нажимом дыхания на гортань, а эффективным использованием певцом резонансных свойств голосового аппарата. Печь! Выше! Слушайте, все абсолютно вживую. Он тужился, были небольшие такие, знаете, косячочки там и тут. Вообще это считается очень хорошим выступлением. Просто в 21 веке, в нынешние годы, люди привыкли к идеальным выступлениям без единых помарок. И такое выступление может показаться нехорошим, а на самом деле это отличное, потрясающее выступление. Оно достойно такого названия. Амре Кашубаев в Москве и Париже в самом начале песни неожиданно запел невероятно сильным голосом, взяв ноты на самом высоком регистре. Чтобы проверить акустику зала, чаще такое начало предполагал сам запев. Сидящие в первых рядах портера всполошились от внезапной звуковой атаки. Музыковеды утверждают, что казахские профессиональные исполнители на уровне интуиции уже знали технику дыхания. Казахские певцы вряд ли специально ставили перед собой задачу донести голос до определенного расстояния в метроритмическом отношении. Но если это имело место быть, то как результат благостного расположения души или как свидетельство достижения лучшей певческой формы. История знает попытки умозрительного измерения полетности голоса. Голос Амре Кашубаева доходило до 8 километров. Димаш – выдающийся казахский вокалист. Димаш продолжает школу ярких представителей казахского профессионального исполнительского искусства, которые интуитивно осознавали, что есть простор для использования в одной песне нескольких певческих голосов с их бесконечным варьированием. Неприятие уникального голоса Эрика Курмангалиева заключалось в том, что присутствующая некая волшебная чувственность, обычно присущая слабому полу, была не понята и не принята обществом. А ведь Эрик Курмангалиев владел уникальным голосом, бесконечно варьируемым между контртенором и контральти на голосе, не говоря об исполнении альт и меццо-сопрано. У Димаша в детстве были сопрано и альт, поэтому ему пришлось выступать в хоре вместе с девочками. Бог сохранил ему эти голоса. Более того, его голосовой аппарат после успешной мутации приобрел новые свойства – бас, баритон и тенор. В результате появился феномен, который ныне именуется новым стилем в популярной музыке – трендом Димаши. Новый тип солиста, строящего свое искусство на смешении нескольких певческих голосов, то есть на миксте. По выражению западных специалистов, перекрестного певца, повергшего полмира в культурный шок. Дорогие друзья, мы объявляем конкурс на лучшее исполнение песни «Дударай». У нас будут две категории для тех, кому казахский является родным, и для тех, кому казахский является неродным языком. Высылайте, пожалуйста, ваши заявки и ваши видео с исполнением к нам в Instagram и на Facebook. Все ссылки мы оставим в описании под видео. Мы организуем жюри только из наших подписчиков. На этом все, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч.